Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание 10 июля. Поговорим о народном празднике Самсон Синагной, какой сегодня праздник в православном церковном календаре, а также почему именно сегодня нельзя смотреться в зеркало. А также затронем и другие народные приметы. Обязательно досмотрите это видео до конца. Прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы желаете мира, любви и гармонии. 10 июля отмечается народный праздник Самсон Синагной, а вот в православном церковном календаре день посвящается святому Самсону Странноприимцу. Другие названия праздника 10 июля. День Самсона, Самсонов день, Самсон Странноприимец и Самсон Солнечный. В этот день по народной традиции начинался сенокос, и перед началом работы к святому покровителю этого дня обращались с просьбой не посылать на землю дождь, чтобы можно было убрать и высушить травы спокойно. Дождь в эти дни грозил мокрым летом до самого бабьего лета. А вот если в этот день ясно и солнечно, такая погода простоит целых 7 недель. Как мы уже сказали, 10 июля – это время начала сенокоса, и от количества заготовленного сена зависело, как переживет зиму домашний скот. Поэтому весь день люди проводили в поле. Взрослые косили траву, а дети раскладывали ее на земле, чтобы она быстрее высохла. В этот день люди молились святому Самсону. Они просили его, чтобы этот день прошел без дождя, который затрудняет или делает невозможным покос. Крестьяне трудились на лугах независимо от возраста и времени суток, скашивая молодую и сочную траву. Более взрослые и сильные косили траву, а вот пожилые и малолетние уже собирали выкошенную траву в скирды. Так трава постепенно высыхала и превращалась в сено. В народе 10 июля получил еще одно название – Самсон Синагной. Синагноем прозвался он от того, что в это время шли нередко проливные дожди. И стога намокали, и сено в них начинало гнить. В народе считали, что дождь на Самсона предвещал еще 7 недель мокрой погоды до самого бабьего лета. Хозяйкам 10 июля в Самсонов день было принято почитать странников или путешественников. Если они в эту пору проходили мимо деревни, то их приглашали в дома, угощали как дорогих гостей. Для них накрывали богатый стол, предлагали ночлег, а утром, когда приходило время отправиться в дорогу, давали им с собой еды и денег. Странников обязательно угощали кашей, которую готовили на молоке и щедро заправляли сливочным маслом. Это было своеобразной народной приметой. Если кашу съедали полностью, то считали, что урожай будет хорошим, а зима сытой. А вот если каша оставалась, то это предвещало не самый богатый урожай и суровую зиму. Богатые и зажиточные люди в этот день давали милостыню нищим. Верили, что чем больше отдашь именно 10 июля, тем больше заработаешь в течение года. В некоторых местах на Самсона к церкви приводили лошадей и кропили их святой водой. Верили, что такой обряд придаст животным сил и здоровья и защитит от дурного глаза. На Самсона обычно расцветал лопух, который срывали родители и били им ребятишек, приговаривая «не будь лопухом». Эти слова говорили 3 раза. Считалось, что тогда ребенок будет расти умным. Женщины и сегодня готовили специальный пояс из сена, который можно было надеть при радикулите, растяжениях или других болях в спине. Девушки в день Самсона Синагноя проводили разные обряды и ритуалы на красоту, молодость, читая при этом определенные заговорные слова.
Что не рекомендуется делать 10 июля? Какие существуют именно строгие запреты, которые необходимо соблюдать во избежание каких-либо бед и проблем. Ни в коем случае 10 июля нельзя было убираться в доме, делать перестановку мебели, трогать и менять постельное белье. Почему? Потому что в народе верили, что это приведет к кошмарам и неурядицам. Также в этот день, 10 июля, категорически запрещено злиться и обижаться на близких. В противном случае можно было навлечь беду. Но и признаваться в любви в этот день не стоит. Существует большой риск быть отвергнутым или столкнуться с непредвиденными обстоятельствами, которые негативно повлияют на личную жизнь. Тем более в этот день, 10 июля, нельзя назначать свидания около березы. Согласно поверью, сегодня это дерево может навести тоску. А незамужним девушкам, если они хотят выйти замуж, не надо 10 июля облизывать и кусать свои губы. Еще в этот день, 10 июля, не нужно отправляться в дальнее путешествие или куда-либо переезжать, так как все новые начинания, к сожалению, закончатся крахом. Не стоит в этот день жалеть денег на милостыню, ведь чем больше будет дано денег, тем больше впоследствии вам и вернется такие деньги. Бросать в стирку вещи красного цвета сегодня, 10 июля, категорически было запрещено. А те, кто появился на свет 10 июля, очень были хозяйственные люди. У них все было под присмотром и под контролем, и они могли держать большие хозяйства. И именно сегодня, 10 июля, проводили обряд для того, чтобы не стареть. Для этого 10 июля нужно взять немного сена, лечь на него лицом и сказать следующие слова. «Как сено зелено да молодо, как и я буду вечно красива и молода. Никуда не денется моя красота». После этого этим сеном обсыпались и ночевали на сеновале. Также в этот день умывались росой и утирались подолом своего платья. Если 10 июля вам приснился сон, то, как правило, он исполнится в течение 10 дней. Если этого не произошло, то не стоит ждать его осуществления. А вот если сон приснился вам днем 10 июля, то это указывает на события, которые с вами произойдут в самом ближайшем будущем. Друзья, вот такой у нас с вами день 10 июля по народным приметам. Достаточно интересный день, но в то же время, видите, есть определенные суеверия, ограничения, которые следовало бы выполнять.